Я переехала с мужем в Плая-дель-Кармен, но совсем недавно. И чем дольше здесь я живу, тем больше понимаю одну вещь. Мексику почти никто не знает по-настоящему. Я тоже не знала. До переезда для меня, как и для многих, Мексика была либо про пляжи и Канкун, либо про картели и бедность, без полутонов. Но когда ты начинаешь жить здесь не как турист, а как человек, которому важно понять, где он находится, картинка полностью ломается. Я начала изучать Мексику, ее регионы, культуру, экономику, историю. Просто потому, что мне стало интересно, где я живу. Меня зовут Кристина, и вы на канале Мексика простыми словами. Начнем с того, что Мексика – это Соединенные Штаты Мексики, 31 штат и один федеральный субъект. И они абсолютно разные по климату, уровню жизни, безопасности, культуре и менталитету. Поэтому я решила сделать не просто видео, а небольшой такой сериал про регионы Мексики. В этом сериале я буду рассказывать, какая Мексика где и почему здесь невозможно сказать, эта страна вот такая-то. И, конечно, в отдельном видео я расскажу про регион, где живу я. Ну а сегодня мы начинаем с северной части Мексики. Погнали! Север Мексики – это вообще другая страна внутри страны. Здесь есть пространство, жара, работа и деньги. И если ты хочешь понять, какая Мексика на самом деле и как она функционирует, начинать нужно именно отсюда. Когда говорят «север Мексики», обычно представляют пустыни, жару, заводы и небезопасные трассы. В целом это правда. Но есть одно большое исключение – регион, который вообще не вписывается в эту картинку. С океаном, китами, серфингом, курортами и совсем другой безопасностью. По ощущениям, как будто другая страна. Но сначала мы разберем материковый север Мексики, жесткий, сухой, рабочий. А в конце видео я покажу вам, почему Баха-Калифорния-Сур – это северный отщепенец и почему именно туда многие смотрят как на альтернативу всему остальному северу страны. Так что досматривайте видео до конца, контраст будет показательный. Когда мы говорим о северной части, важно понимать одну вещь. Здесь география не просто фон. Он напрямую влияет на то, как живут люди, работают и даже рискуют. Материковый север – это огромные пространства, пустыни, полупустыни, горы и плато. Между городами большие расстояния, и это делает регион организационно и экономически другим по сравнению с центром или югом. Такой ландшафт исторически сформировал регион, где экономическая активность заключается не в туризме, а в логистике, промышленности и экспорте. Климат здесь характерен двумя состояниями. Сухой сезон с ноября по апрель, много солнца, мало осадков, комфортные температуры. Теплый период с мая по сентябрь. Большая часть года приносит жару до 45 градусов. Часто засушливые дни и минимальные дожди. Это влияет на все стороны жизни, от планирования поездок и работы на открытом воздухе до спецификации сельского хозяйства и инфраструктуры. Экономика не поверхностна, а по сути. Север Мексики – это фундамент промышленной мощи. Все. Север Мексики – это фундамент промышленной мощи страны, и здесь действительно стоят крупные работодатели, международные компании. Регион исторически развивался как зона добычи полезных ископаемых – серебро, медь, ценные металлы, зона скотоводства, территория транспортных коридоров к США. Но с конца 20 века и особенно после нафта север превратился в мажорный промышленный хаб. Вот ключевые направления и компании. Автомобильная промышленность. Север – один из крупнейших автомобильных кластеров Мексики. Например, General Motors, Ford Motor Company, Fiat, Chrysler. Эти заводы работают с сетью поставщиков, и десятки мексиканских и международных компаний создают тысячи рабочих мест. Электроника, высокие технологии. Здесь развивается производство электронных изделий, медицинского оборудования и технологических компонентов. Bosch, Honeywell, Siemens, Panasonic, Jabil, сборка электронных устройств. Эти компании находятся преимущественно в крупных индустриальных парках северных штатов. Список у вас на экране. Также тяжелая промышленность, цемент и материалы. Мексика – мировой экспортер строительных материалов. Например, Cemex – один из крупнейших в мире производителей цемента с глобальной дистрибьюцией. Регион важен не только производством, но и логистикой. FEMSA, например, который владеет Coca-Cola, сеть магазинов Oxxo,
имеет широкий северный бизнес с большим покрытием, обеспечивающий связь с США и внутренней экономикой, сельское хозяйство и пищевая промышленность. Хотя климат севера суров для полевых культур, здесь активно развиваются ирригационное фермерство в долинах, скотоводство высокого качества, переработка молока и мяса. Пустынные и полупустынные районы – это не зоны для массового земледелия, но идеальные для крупного машинного производства, заводов, которым нужна большая площадь, логистики с выходом границы. Именно близость к США, а не климат, сделала север привлекательным для иностранных инвестиций. Компании выбирают районы, где есть свободные земли, доступ к транспортным коридорам, доступ к трудовым ресурсам, возможность экспорта. Эта география возможностей привела к появлению целых промышленных кластеров, концентрации заводов и поставщиков в одном месте. Экономика севера формирует и локальный образ жизни. Сильнее корпоративная культура, чем туристическая, больше внимания к дисциплине, планированию, меньше ориентации на здесь и сейчас, а больше на результат. Именно в индустриальных городах Северной Мексики формируется устойчивый средний класс, развивается образование в технических специальностях и частно-семейные траектории. Это не сезонная работа, а долгосрочная карьера. Кухня и культура. Чтобы понять кухню и культуру Северной Мексики, важно сначала убрать одно ожидание. Север – это не та Мексика, где кухня строилась вокруг сложных ритуалов, многочасовых соусов и плотного земледелия. И причина здесь не во вкусах, а в истории и условиях жизни. Кто жил здесь до испанцев, коротко и по делу. В отличие от центра и юга страны, на севере не существовало крупных оседлых древних цивилизаций, таких как майя или ацтеки. Большую часть коренных народов, живших здесь до прихода испанцев, вели кочевой или полукочевой образ жизни. Климат, нехватка воды, пустынные территории и большие расстояния просто не позволяли выращивать сложные сельскохозяйственные культуры в больших объемах, строить плотные города и развивать кухню, основанную на долгих и ритуальных процессах. И это очень важно, потому что еда здесь всегда была вопросом выживания, а не символики. Здесь исторически ели то, что легко добыть, легко хранить, дает много энергии. Поэтому основа мясо, прежде всего говядина. Осада, гриль, мясо на открытом огне – это не гастрономическая мода, а часть повседневности. Мало сложных соусов, мало специй, большие порции. Здесь еда не развлекает, очень заметное влияние, кстати, США, формат блюд, порций и любовь к грилю и стейкам. Но это не заимствование ради тренда, это логичное следствие соседства и схожих условий жизни по обе стороны границы. Почему здесь нет мале и кулинарной магии? Иногда люди удивляются, а где сложные соусы, где магия мексиканской кухни? Ответ простой. Мале и другие соуса, ритуальные блюда – это продукты регионов с плотным земледелием, изобилием ингредиентов, оседлым образом жизни. Север никогда таким не был. Поэтому кухня здесь не про праздник. И это не хуже, это просто другая логика. Культура Северной Мексики также проста и пряма, как ее кухня. Люди здесь в среднем менее эмоциональные, более сдержанные, прямолинейные, ориентированные на результат. И это не холодность, это адаптация к среде, где большие расстояния, жесткий климат, ошибки стоят дорого. Здесь меньше спонтанных фиест и больше структуры. Разговоры чаще по делу, решения практичные. Музыка региона корридос, северные жанры часто рассказывают не о романтике, а о жизни, риске, деньгах, власти, выживании. Эта культура похожа больше по логике на американский Дикий Запад. Когда испанцы пришли на север, они не строили здесь культурные центры. Север формировался как территория шахт, скотоводства, военных гарнизонов, торговых путей. Это были земли контроля и движения, а не философии и искусства. И это снова отразилось на культуре. Меньше церемоний, меньше символизма, больше прагматики. Современная северная идентичность сегодня это смесь коренной простоты, испанского наследия, сильного влияния США и корпоративной культуры. Отсюда уважение к работе, ориентация на стабильный доход,
ценность частной собственности, стремление к закрытому, защищенному образу жизни. Северяне реже демонстрируют эмоции, но часто более надежны в делах. Теперь про риски и безопасность. Давайте честно. Да, здесь есть организованный криминал, и именно поэтому этот регион считается более рискованным. Но важно сразу сказать главное. Север – это не один уровень опасности. Это не везде плохо и не везде нормально. Это карта, где все сильно зависит от того, где ты находишься, куда ты едешь и, главное, зачем. Почему здесь вообще так много разговоров про безопасность? Потому что север – это деньги и потоки. Экспорт в США, заводы, логистика и трассы. А там, где есть деньги и маршруты, появляется борьба за контроль. Это не значит, что вокруг постоянные перестрелки. Это значит, что часть проблем привязана не к людям, а к месту и маршрутам. Если картели, спросите вы? Коротко, да. На материковом севере есть картели и организованный криминал. Это видно и по статистике, и по официальным предупреждениям для путешественников. Но важный момент. Их присутствие не означает, что обычный человек автоматически под угрозой. Риски чаще всего концентрируются в транзитных зонах, на маршрутах, в местах, где регион используется как коридор, где на севере жить спокойнее и почему. Если говорить без иллюзий, более стабильная жизнь чаще всего складывается в крупных городах, деловых районах, в районах, где работает корпоративный бизнес и в закрытых комплексах с охраной. Почему именно там? Потому что работает сразу несколько уровней защиты. Во-первых, инфраструктура, свет, дороги, камеры, люди, сервисы. Чем больше жизни и бизнеса, тем меньше мелкого криминала. Во-вторых, контроль. В деловых районах больше патрулей, больше внимания и быстрее реакция, потому что там деньги и, самое главное, репутация. В-третьих, частная безопасность. В Мексике это норма, особенно на севере. Охрана жилых комплексов, КПП, камеры, собственные службы безопасности у компаний. И это не делает место идеальным, но сильно снижает бытовые риски. Кто вообще отвечает за безопасность? Чтобы не было ощущения хаоса, важно сказать, что безопасность здесь многоуровневая. Работают муниципальная и штатная полиция, прокуратуры штатов, федеральные силы, включая Гвардия Националь, иногда армия и флот. В крупных городах эта система видна сильнее, потому что там больше ресурсов и внимания. Где риск выше и почему? Теперь честно про сложные зоны. Риски обычно выше в приграничных городках, небольших населенных пунктах, на транзитных трассах и на длинных дорогах с редким трафиком, особенно ночью. Почему? Потому что там меньше патрулей, меньше камер, меньше свидетелей. И сложнее быстро получить помощь. Поэтому на севере часто говорят простое правило: ехать ночью по пустынным трассам хуже, чем находиться днем в большом городе. Про похищение и торговлю людьми без паники. Важно сказать про это, но спокойно. Да, в Мексике существует проблема похищения и торговли людьми. И это не выдумка и не сериал. Риски не одинаковые по всей стране. Они выше там, где слабее контроль, транзит и работают криминальные сети. Это не значит, что каждый человек под угрозой. Это значит, что на севере особенно важно понимать контекст. Теперь про отщепенца. Баха-Калифорния-Сур – это север Мексики, который живет по другим законам. Невозможно описывать тем же языком, что и материковый север. И причина здесь снова, как ни странно, в географии. Это полуостров, вытянутый между Тихим океаном и морем Кортеса. Он физически отделен от основной территории страны, и это определило все – климат, экономику, культуру и уровень рисков. Здесь нет ощущения транзита, нет бесконечных трасс через регион, нет пограничной логики потока. Это место, где жизнь не проходит мимо, а остается внутри. Климат солнечно, сухо и предсказуемо. Климат часто путают с материковым севером, но на практике он ощущается иначе. Да, здесь сухо, да, здесь много солнца, но здесь нет той удушающей экстремальной жары, которая характерна для пустынных районов материка. Большую часть года температура держится в комфортном диапазоне. Зимой днем около плюс 20-25, летом 30-35. Экстремальный плюс 40 здесь редкость и скорее исключение, чем норма. Очень важный фактор – океан. Он работает как естественный регулятор температуры, смягчает жару, снижает перепады, дает ветер и движение воздуха. Здесь почти нет высокой влажности, как на Карибах. Воздух сухой, дышится легко даже в теплые месяцы.
Сезонность выражена мягко, сухой период большую часть года, краткий сезон дождей в конце лета и в начале осени возможны тропические штормы, но они редки и хорошо прогнозируются. Этот климат про жизнь на улице, серфинг, прогулки, спорт, активный образ жизни. Экономика – еще один резкий контраст с материковым севером. Здесь почти нет тяжелой промышленности, нет крупных заводов, автокластеров или логистических хабов. И это осознанный путь. Экономика региона строится вокруг туризма, сервиса, экотуризма, морской экономики, недвижимости и обслуживания. Лос-Кабос и Ла-Пас – ключевые точки региона. Это не туризм для всех, это туризм среднего и высокого сегмента. Здесь работают международные отели, лакшери-курорты, марины, компании, связанные с дайвингом, наблюдением за китами, рыбалкой и серфингом. Сильную роль играет ресторанный бизнес, сфера услуг, частный сервис, медицинский и wellness-туризм. Важно! Экономика Баха-Калифорния-Сур не транзитная. Здесь деньги приходят и остаются, а не проходят дальше через регион. Это создает более устойчивые доходы, меньшую зависимость от федеральных потоков, меньшее количество конфликтующих интересов. Культура Баха-Калифорния-Сур формировалась иначе, чем на материке. Здесь никогда не было индустриального давления, не было шахт, фабрик, рабочих поселков. Зато была природа, море, изоляция, зависимость от погоды и океана. Поэтому ритм жизни здесь заметно мягче. Люди более расслабленные, менее иерархичные, меньше живут в логике «работа любой ценой», больше ценят баланс. Сильное влияние оказали серф-культура, экотуризм, международные сообщества и экспаты. Здесь много людей, которые переехали осознанно, выбрали регион не ради заработка, а ради качества жизни. Работают в сервисе, туризме или удаленно. Культура общения менее формальная, меньше демонстрации статуса, больше простоты и открытости. Безопасность. Почему здесь спокойней? Баха-Калифорния-Сур часто называют одним из самых спокойных северных регионов Мексики. И это не миф, а следствие структуры региона. Во-первых, это полуостров, нету транзитных маршрутов, через которые что-то прогоняет дальше. Во-вторых, экономика не завязана на логистику и индустрию. В-третьих, регион сильно зависит от репутации. Туризм и сервис не выживают в условиях хаоса. Поэтому безопасность здесь экономическая необходимость. И это не означает, что нет проблем вообще. Есть бытовые кражи, естественно, мошенничество, мелкие преступления, характерные для туристических регионов. Но уровень насильственных преступлений значительно ниже. Нет постоянного напряжения, жизнь выглядит спокойнее и предсказуемее. И очень важно, здесь дороги и перемещения в целом безопаснее, чем на материковом севере. Именно из-за отсутствия транзитной логики. Баха-Калифорния-Сур – это север Мексики, который пошел абсолютно по другому пути. Это не лучший и не худший север, это просто другая модель. Именно на контрасте с материковым севером становится видно, как сильно география определяет судьбу региона. Если честно, мне и самой сейчас очень интересно во всем этом разбираться. Я не эксперт, не учу жизни, я просто живу в Мексике и постепенно понимаю эту страну изнутри. Если вам откликается такой формат и хочется идти дальше вместе, поставьте лайк. А если есть вопросы или вы хотите, чтобы я разобрала какой-то регион или тему, напишите в комментариях. Правда, интересно почитать. Ну и если вам близко смотреть на Мексику без мифов и крайностей, подписывайтесь на канал «Мексика простыми словами». Дальше будет продолжение.